Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в этот субботний вечер вы нашли время и присоединились к нашему прямому эфиру. Прямо сейчас со мной на связи блогер Мирослав Олешко. Мирослав, приветствую вас. Добрый вечер. Спасибо большое, что подписываетесь. Спасибо за то, что, несмотря ни на что, все равно принимаете участие в обсуждениях. Ну и, конечно, поддерживайте, да, какое-то слово здравого смысла, коего сейчас достаточно мало, потому что все на служении у пиара, у противостояния, в служении информационным войнам и войскам. Но будем пытаться разобраться во всем поочередно и поэтапно. QR-код, который видите возле меня, это возможность вне очереди, если работает у вас в вашей стране этот сервис, заходить и, собственно, писать, что хотите, задавать вопросы, какие хотите. Также всем большое спасибо за суперчат, супер спасибо, потому что в чат мы присоединим в самом конце, чтобы, так сказать, завершить наш эфир, и ваши вопросы, и ваши пожелания заранее можно оставить также на канале Клуб зрителей в телеграм-канале, Клуб зрителей Шелест и сообщество YouTube. Там есть наш анонс нашего эфира, и вы можете оставлять вопросы. Некоторые уже так и сделали, будет интересно, в конце пообщаемся. Ну, для того, чтобы чат, как говорит, не дремал, давайте проведем такой опрос. Настоящие проблемы у Зеленского начнутся когда? Варианты ответов. Путин нанесет удар возмездия. Сорвутся обмены окончательно. Оккупируют Сумы. Трамп уйдет из Украины. Ну, в общем, вот такие варианты, и проголосуйте вы, оставьте свой вариант, потому что, ну, очень интересно из выбранного, да, что вы выберете, или напишите в комментариях, что думаете вы. Мирослав, давайте с этого начнем, вот все-таки, да, вот настоящие проблемы у Зеленского, когда начнутся? Сейчас мы видим какую-то очень интересную историю, когда он с подобием пулеметной очереди, ну ладно, не пулеметной, автоматной, ну точно автоматной, как бы высказывает претензии Трампу. Обстрел за обстрелами Украины, а Трамп, получается, ничего не делает, значит, он соучастник этих обстрелов. Намеки, полунамеки, и прямо в лоб об этом говорит. И никаких проблем у него пока не предвидится. Все на мази. Внутри закручивается, снаружи эмоционирует, фонтанирует, на горе разрушений, ударов, жертвах делается государственная политика. Какой ваш вариант, когда все-таки настоящие проблемы Зеленского начнутся? Мне кажется, первый вариант это то, что когда рухнет весь фронт, потому что после конца лета Америка прекратит давать помощь, а во-вторых, для того, чтобы продолжать войну, нам нужно снижать возраст мобилизации. А второй вариант это то, что когда у Трампа лопнет терпение и он начнет вводить персональные санкции против окружения Зеленского. Вы верно там подметили по поводу заявлений Зеленского, якобы там Трамп разделяет там відповідальність, ответственность за то, что у нас тут обстрелы и так далее. Нет, это исключительно вина Зеленского, который, во-первых, очень плохой переговорщик. Я не устану повторять, это просто факты, о которых рассказывали украинские дипломаты, которые принимали участие в переговорах, в том числе в 2019 году, что Зеленский кидало, что Зеленский, когда пришел на переговоры в 2019 году, дипломаты о всем договорились. Осталось только Путину, Зеленскому, Макрону все подписать. Приходит Зеленский, говорит, нифига, меня это не устраивает. И переговоры срываются. А поэтому я вижу здесь конкретно вину Зеленского. Потому что за то, что сейчас происходит, и в том числе мы теряем Сумскую область, вина исключительно Зеленского. У меня вообще впечатление такое, что самый главный агент Владимира Путина – это Зеленский. И, в принципе, Зеленскому Путин должен дать высшую награду, высшей степени Героя Российской Федерации. Потому что, когда даже Залужный говорил, что я против операции в Курской области, потому что да, мы сможем туда зайти, это ж есть в интервью, мы туда зайти сможем, но объясните мне, Владимир Александрович, что мы там будем делать и как мы будем эту территорию удерживать. Я тоже писал в своем блоге еще год назад, что как мы эту территорию собираемся удерживать. То есть мы что, готовы положить там в Курской области кучу солдат? То есть я ж логично понимаю, ну, как я по ж факту, логично, да, ну так и оказалось, что Зеленский там готов 6-10 тысяч солдат положить, а потом боятся в этом признаться.
И еще год назад я осуждал эту операцию, полностью осуждал, потому что было логично, что Путин туда кинет очень крупные силы. И оказалось, что кинул даже бойцов Северной Кореи. Кто мог тогда предположить, что такое вообще возможно, чтобы бойцы Северной Кореи воевали на... Убивали вообще славян, убивали европейцев, убивали украинцев. Я считаю, это вообще трагедия, то, что произошло, потому что, ну, это трагедия, которую не смыть еще очень долго. И вот сейчас становится известно, что в Сумской области, пока Зеленский развлекался на Курщине, он, видать, думал, что русские вот такие слабые, они не выбьют украинские наши войска, и что они не пойдут потом после этого в Сумскую область, потому что это же логично. Типа, если нападает Сумской области, значит, нужно там сделать буферную зону и наступать дальше, раз мы выбили вражеские войска для россиян, как они считают, ну, украинские войска вражеские, с нашей территории. Они пошли на Сумскую область. Что в это время делал Зеленский? Оказалось, что его бизнес-партнер, который совладеет 95-м кварталом, вместо того, чтобы заниматься телесериалами и ток-шоу, взял бюджет на и деньги, миллионы долларов, и якобы делал фортификации в Сумской области. Оказалось, фортификации там нет. И об этом говорю ж не я, об этом заявляет Марьяна Безуглая, народный депутат «Слуги народа», которая, конечно же, в этом всем винит не Зеленского, не Ермака. Она говорит, что это военные виноваты, Генштаб, там у нее своя там грызня с Генштабом, поэтому у нее во всем виноват Генштаб. Нет, в этом виноват Владимир Зеленский. Потому что не Сырский строил там фортификации, не Сырский распоряжался бюджетом, он как военный вообще бюджетом не может распоряжаться. Этим занимался друг, бизнес-партнер Зеленского. Вот эта вот морда, которая там сзади меня, если ее видно, и которая против меня ввела санкции просто за то, что я его критикую, и критикую еще с 2019 года. Я на выборах, там кто-то писал, помню, у вас в комментариях, что Олежка в 2019 году агитировал там за Зеленского. Нет, я выступал против, я выходил во время выборов под его офис с плакатом «Наркоман, сдай анализы». То есть, ну, я думаю, вот эта ненависть Зеленского ко мне, она просто выплеснулась аж в 2025 году, когда он решил все-таки ввести санкции. Сегодня такой очень тяжелый день на самом деле. Мне лично достаточно больно, потому что, ну, вообще у нас страна такая, которая там через, там, кто-то говорит, 5 рукопожатий, но это в нормальное мирное время. Сегодня, похоже, через одно рукопожатие, через два точно. Вот через одно еще так-сяк, но через два точно. Рукопожатие есть люди, которые или воевали и, ну, родственники тех людей, которые или воевали или остались, да, там в земле, которых убило, или которые пострадали, там, списанные, комиссованные, или те, которые даже в плену находятся. Вот у меня тоже там через два рукопожатия есть люди, которые, ну, скажем, ждут, да, ждут, причем с 22 года ждут, пока произойдет какой-то обмен. И вот сейчас выходит Мединский, глава переговорной группы Российской Федерации в стамбульском формате, и делает ряд заявлений. Говорит, Украина внезапно отложила, перенесла на неопределенный срок, собственно, обмен живыми плюс телами. Россияне говорят и утверждают, сначала этот Мединский, потом вышел там генерал Зорин, и говорят, что даже подогнали рефрижераторы с телами, да, вот туда, в зону обмена. Понятно, сейчас многие критикуют, многие, конечно, очень скептически относятся к этой информации. Мол, смотрите, русские играют пиар на трупах, пиар, вот такое давление на украинскую сторону. Украинская сторона вышла, сказала, будет через неделю, вообще почему вы на нас давите, это так некрасиво, это такая грязная история. Однако вот эти 6 тысяч тел, которые предложил в Стамбуле Мединский, ну не Мединский, российская сторона, передать, это ведь огромный, вот все говорят, деньги, 15 миллионов перемножают, там ущерб. Это огромный показатель того, что из себя представляет и Курская операция, и война в целом. То есть, если там большинство тел из Курской области, и вот такие показатели, сколько на Донбассе
тех, которых даже не отрыли, да, и они там лежат, и с 22 года лежат. То есть, понимаете, какая идет достаточно жесткая правда, которую, когда вот я заметил, когда в команде офиса президента, не знаю, то есть обрушилась лавина какого-то кошмара, они просто как детки, вот это раз, типа, мы в домике, ой, глазки закрыли, все, нас не касается. А тут нужно что-то было делать, даже если это циничная дипломатия российской стороны. Нужно было принимать, забирать свои тела, идентифицировать и так далее. Как вы видите сегодняшнюю ситуацию? Кто от нее выигрывает, кто проигрывает и самое главное, чем дело кончится? Мы поменялись местами с Россией, потому что в 2022 году украинские СМИ и власти сообщали о том, и были какие-то фотографии, что у российской армии были мобильные рефрижераторы, в которых сжигали трупы солдат. Такое было в 2022 году, это распространялось массово. И вот впечатление, будто все поменялось, потому что сегодня, наоборот, теперь россияне заявляют о том, что очень большие жертвы украинской армии, трупов просто тысячи, а украинская власть говорит, это все фейк. Но доказательств каких-то, что это все фейк, я от Владимира Зеленского не вижу. Владимир Зеленский, нанюхавшись каких-то веществ, позавчера заявил, что вообще-то просто русские хотят передать не 6 тысяч трупов украинских солдат, а 6 тысяч трупов российских военнослужащих. И до этого нам передавали тела российских военнослужащих. Я, вот честно говоря, не очень понимаю, как Владимир Александрович по мертвому телу без каких-либо познавательных там на нем знаков и имен мог вообще понять, это русский, либо не русский. Я вот просто задумался, представил эту картину, да, то есть это же нужно собрать, значит, сотни тысяч фрагментов ДНК от всех там родных, которые могут предоставить это для исследования, то есть Владимир Александрович настолько заврался, потому что если 6 тысяч трупов, которые погибли в Курской области, это вранье, то назовите точную цифру, что мешает назвать точную цифру, сколько военнослужащих Украины погибло в Курской области. Все же гораздо проще. Тем более об этом заявляет же не российская пропаганда. И не только российская сторона. Об этом заявила София Федина, народный депутат Европейской солидарности, абсолютно нардеп проукраинских взглядов, вона співачка українських пісень. Она дружит и товаришует со многими военнослужащими, генералами, полковниками. То есть у нее, видать, тоже есть такая информация. И это же она заявила, что эти 6 тысяч военных в основном, это все из Курской области. То есть когда народный депутат Украины, соизмеримо почти с конгрессменом в США, делает такое заявление, то на него должен реагировать Генеральный штаб и Владимир Зеленский и говорить что-то хотя бы. Но мы ничего не услышали. Я вам Более ничего не того, должен, я должен только своим родителям. да, он должен только своим родителям. Я вчера, кстати, в Твиттере Елене Зеленской там не выдержал, настрочил комментарии, там 1000 лайков насобиралось. Просто написал, она там написала, что нам нужно ударить всем вместе против врага. Это жена Зеленского. Там, ну, ей такой пост написали и опубликовали. Я ей написал, да ради бога, возвращайте свою дочь с Италии там, или с Израиля, где она, или с Лондона, у Зеленского квартира в Лондоне. Возвращайте свою дочь. Сын еще несовершеннолетний, а дочке уже 20 лет. И дочка, как и абсолютно любая девушка в Украине, которая достигла 18 лет, может сегодня заключить потрясающий контракт с Збройными силами Украины, который был придуман и разработан лично ее отцом Зеленским. То есть это так круто. Дочь Зеленского вступает в армию, ее берут куда-то там, я не знаю. Ну, вот у моего знакомого есть, он служит в армии, он на фронте сейчас, кстати, под Сумами. У него есть девушка, и она тоже служит в армии. Так что мешает дочери Владимира Зеленского показать пример и всем фронтом бороться? Потому что я написал Елене Зеленской, я абсолютно уверен, что если бы ваши родственники находились на фронте, вы бы уже закончили войну. Вам бы было бы плевать на власть. Вы бы к Зеленскому подошли и сказали, там жизнь нашей дочери зависит от того, вот ты согласишься на мир или не согласишься. Потому что если ты сорвешь переговоры,
Война продолжится, и большая вероятность, что какая-то ракета, какой-то дрон попадет в автомобиль, где будет вдоль фронта ехать наша дочь, Владимир. Но так как там чужие сыновья, чужие дочери, президент Украины ищет любые варианты сорвать переговоры. И возвращаясь к Курской области, Зеленский подставил военнослужащих. Потому что сегодня, тогда, год назад, Зеленский отправил военных Украины на территорию Российской Федерации, Верховная Рада Украины, полностью подконтрольная Зеленскому, не проголосовала за то, что украинские войска могут действовать законно на чужой территории. Когда Россия пошла полномасштабным наступлением в 2022 году, Государственная Дума сразу за это проголосовала. То есть по международным нормам российские войска считаются не террористами на нашей территории, а военными. Оккупантами, военными, любые слова используйте, но не террористами. Наши же военнослужащие из-за действий Зеленского в Курской области по международному праву считаются террористами. И уже сегодня российские правоохранительные органы открывают уголовные дела на военнослужащих Украины, которые работали в Курской области. Потому что какие-то предатели, разумеется, там, сливают информацию россиянам, может просто по дурости, может за деньги, может потому что хотят подставить какого-то товарища, который получил после этого звание или награду. И после этого их подают в Интерпол. Разумеется, пока что Интерпол эти требования от России не принимает. Да? Но есть такая ситуация, что украинская сторона постоянно просит Интерпол, чтобы они включали в розыск российских военнослужащих. И скоро у Интерпола будет вопрос, точнее у России как члена Интерпола, они спросят, смотрите, вы же наших военнослужащих подаете в розыск, да? Так почему украинских нельзя? А теперь Таиланд заявил, там подписал какой-то договор. Вот как раз наши военные не почитают новости, да, не задумаются и такие подумают, о, у меня тут денежки есть, поеду отдохну. Поедут отдохнут в Таиланд, в Египет, в Турцию. Их арестуют. Просто потому, что Владимир Зеленский, имея полную Верховную Раду, не захотел собрать всех народных депутатов и проголосовать за то, что украинские войска легально имеют право по украинским законам действовать на территории чужой страны. Ну, это после проголосовал немножко. А после, ну, оно ж не работает как бы задним числом и не должно работать. Законы и решения не работают задним числом. Это нужно было сделать сразу же в тот день, когда украинская армия зашла на территорию Российской Федерации. И в украинском пространстве такие темы поднимать запрещено. Если я такие темы поднимаю, я агент Кремля. Я забочусь о том, чтобы украинские военнослужащие не сидели потом в тюрьмах, потому что их где-то поймали и вывезли. Я забочусь про украинских военнослужащих, ну, меня там, тебя там будут называть из-за этого российскими агентами и так дальше. Потому что нельзя критиковать нашего президента. Нет, ну нужно просто очень и очень как бы здраво подходить к тому, что происходит. Если рассматривать сейчас, вот что по состоянию на сейчас? Значит, подогнали фуры россияне с МЧС России. Да, там все как положено, рефрижераторы, такие тела в мешках показали. Ну, там стоят два МЧСника. Я не видел фотографий, кстати. Видео уже есть, ну, как, я не видел. Даже есть там чиновник МЧС российский, который стоит, говорит, вот мы привезли, вот эти фуры, вот мы ждем, мы готовы отдать в любой момент. То есть, насколько всегда считалось, что Владимир Зеленский, офис президента, Банковая играют, ну, вот такую медийно-красивую игру. А этот ход чем крыть? Они приехали и привезли тела. Стучат и говорят, тук-тук-тук, открывайте, вот ваши. А Зеленский говорит, это провокация. Ну, не Зеленский лично, Минобороны сделала заявление, там, РНБО, Центр противодействия. Они говорят, что, смотри, они говорят, что это не провокация, вот давай я тебе даю аргумент власти. Они говорят, что нас Россия про это не предупредила, нам не написала и не позвонила. Твой аргумент.
Нет, подожди, россияне сказали, что мы обсуждали и конкретно назначали дату. Мне кажется, просто российской стороне нужно либо записи звонков опубликовать уже, ну Нет, просто, чтобы уже опустить этих придурков, либо эти письма показать. Ну просто нет, им иначе нужно, никак, потому что нет, им нужно другое. Им нужно, если делать и докручивать, доигрывать эту игру, ну вот прям, это вот сейчас, вот вечер, сейчас приехали эти фуры, говорит, забирайте в любой момент. То есть, пожалуйста. Я не удивлюсь, если по сценарию, там, смотря кто режиссер, понимаешь, если там, еще не дай бог, что прилетит в эти фуры. Ну, например, почему нет? Вот это будет вообще разворот кульминационный. Ну, смотри, на самом деле это очень реальная ситуация, потому что был случай, когда все об этом забывают. Президенты об этом не спрашивают. Кстати, не спрашивают, а как там родственники этих солдат. А Украина же сама сбила самолет пару лет назад со своими же военными, которых везли на обмен. Это признал генеральный штаб наш, и об этом просто забыли и не вспоминают. Ну, подумаешь, там 100-200, сколько там военных погибло в самолете, просто потому что мы свою ракету ПВО запустили по ней. Ну и все. И вот чтобы добить эту историю, достаточно не публиковать звонки и переписки, достаточно, по всей видимости, опубликовать просто имена и фамилии этих солдат, чьи тела сейчас в рефрижераторах. И тогда страна окажется там, за шаг от бунта, потому что люди, родственники ждут, или тело ждут, или там людей, которые возвращаются из плена. Ну, смотри, если у них там не было жетонов или документов при себе, то там неизвестно, чьи тела. На самом деле, имена никакие не могут опубликовать они. Просто есть форма Сбройных сил Украины, наверное, солдат погиб в этой форме, и на этом все. Нет, ну Потому что, подожди, ну, многие военные заявление российской стороны, что они установлены. Ну тогда да, действительно нужно опубликовать это. Ну, потому что если не будет этих публикаций, значит Российская Федерация врет. Значит, российская сторона врет, действительно подставляет Зеленского и Украину. То есть здесь началась игра, посмотрим, кто победит. Но судя по тому, как заврался Зеленский, судя по тому, что эта информация уже о ней знают даже народные депутаты Украины, которые уже не боятся как-то об этом заявить, то все указывает на то, что боится Зеленский. Потому что Александр Дубинский, например, абсолютно прав в том, что возвращение тел невыгодно Зеленскому. Ну, смотри, типа, был уже принят Зеленским законопроект, подписанный или постанова, что если ваш родной человек пропал, то есть погиб, даже вот вы побратимов его, сослуживцев, которые были там на поле боя, спросили, и они говорят, да, мы видели просто, как по нему, там, где он стоял, там ударила ракета или снаряд от танка, его разнесло, его нет. То есть, по сути, тело не существует в природе уже, да? И вроде свидетели есть, и все. Но, согласно постановлению Зеленского, должно пройти 2 года, и только тогда его признают погибшим. И сейчас, как заявил там Александр Дубинский, хотят продлить до 3 лет. То есть вдруг за 3 года где-то найдут остатки или порох, пепел человека, и будет проведен анализ ДНК, то тогда признаем его погибшим. И получается теперь, вместо того, чтобы ждать 2-3 года, Россия хочет вернуть до 6 тысяч тел, а это я посчитал 90 миллиардов гривен из бюджета. Это в пересчете 2 миллиарда евро. Это настолько огромные деньги, которые мы просто выпрашиваем у наших союзников. И получается, если эти тела возвращаются, нужно где-то найти 2 миллиарда евро, чтобы заплатить эти деньги родственникам погибших.
Деньги Это выплачиваются. нереально. Я не знаю, как сегодня с выплатами, но там раньше, кто погибал, я знаю, там люди действительно там даже и были семьи, где люди дрались за эти деньги. Ну, такая же ситуация и в России, когда выплаты происходят за погибших. То есть, вот мне кажется, что главная проблема это в деньгах, потому что логика Дубинского, я с ней согласен, абсолютно верная. Если лучше придержать эти 90 миллиардов, пока мы у власти, и направить эти 2 миллиарда евро на фортификации, которых нет, на съемку сериалов, на ремонт дорог в Сумской области, где уже война, они там решили трассу проложить. И пару дней назад заявили, что еще дополнительно выделяют 60 миллионов гривен на строительство трассы, которую до этого, написано там в новостях, не ремонтировали 20 лет. То есть 20 лет дорога была не нужна, только туда зашли русские, и есть шанс, что русские эту территорию оккупируют, а мы деньги выделим, ничего там не сделаем. И потом, ну, русские оккупировали, как ты проверишь? Там делали дорогу, не делали? Никак. Как и с фортификациями. Ты же уже никак не проверишь. То есть, ну, вот все впирается в деньги, в то, что вот эта крыса, которая там ввела на нас санкции, это самый большой коррупционер в истории Украины, который, ну, Януковича называли коррупционером, он действительно был коррупционером. Но этот наживается на крови, на трупах, на жизнях украинцев. В Деньги том числе там нереальные. и на жизни моих родственников, моих Де- родных, которые погибли на войне. деньги нереальные, тем более, что это все на фоне дефицита, который, в принципе, никто не понимает, как перекраивать, и будут перелопачивать в парламенте бюджет этого года. 400 миллиардов, кто говорит, до 500 доходит миллиардов, а Хм. гривен не хватает. Ну и, собственно, я так понимаю, под нож все разные расходы. Но не дорогу на Лебедин, о которой вы упомянули, ничего. А, скажем так, другие программы. Украина уже в дефолте. А где деньги брать? Смотри, нужно взять просто давно было пример из США Илона Маска и Дональда Трампа и создать свою организацию Dodge. То есть, смотрите, в Америке нет войны, у них куча денег. И они такие, давайте сократим расходы в бюджете. Вот нафига нам условный телемарафон, там, Радио Свобода, там, Голос Америки, нахрен. У нас люди не могут себе позволить зубы поремонтировать. Стоматология стоит кучу денег. А мы тут, я не знаю, выделяем миллионы долларов каким-то покемонам, которые живут в Украине. И покупают себе дома, квартиры, короче, за наши деньги. Да зачем это? То есть Зеленский, зная, что у нас война, что у нас не хватает бюджетных денег, что нам нужно украинцам постоянно донатить, потому что не хватает дронов на фронте, пацанам не покупают автомобили. Кстати, ментам сейчас 240 миллионов гривен тендер, покупают 200 машин для ментов. В то время как для армии ничего не покупают, солдаты сами собирают деньги, скидываются, у родственников одалживают деньги, покупают себе машины, чтобы на чем-то на фронте ездить. Это же сумасшествие. Я всегда говорю, как можно победить, когда солдату нужно думать не о том, как воевать, а о том, где деньги взять на автомобиль или там на покрышки или на дроны. И Зеленский вместо того, чтобы сократить расходы на бюджеты, например, кума Зеленского в 2022 году хочет за 1 миллион долларов снять ток-шоу развлекательное на несколько серий. За 1 миллион долларов. Нахрен. А Зеленский говорит, да пожалуйста, бери деньги. Телемарафон? Нахрен. Богдан Бенюк хочет снять про Довженко фильм за государственные деньги? Нахрен. У нас война. Почему население, граждане Украины должны... Зеленский в 2022 году обещал, что вы там не должны платить определенные налоги. Коммуналку мы вам простим. Сейчас налоги поднимают, все налоги должны платить. Коммуналку, даже если вы в квартире не живете и выехали, платите, иначе мы у вас что-то конфискуем. Это что вообще? То есть друзьям все, на разные расходы, которые не нужны во время войны. Пожалуйста, деньги выделяются. У нас, то есть деньги сегодня из бюджета распределяются так, как будто у нас не война, а мирное время. Поэтому, когда Зеленский рассказывает, у нас війна, ми не можемо провести вибори. У нас не война.
Ну, судя по тому, как расходуется государственный бюджет, у нас не война. У нас мирное время, просто где-то там на определенном участке территории, как с 14 по там, 21 год, у нас там на Донбассе какой-то конфликт. Поэтому так. Вот первое бы, что я сделал бы, ну, будь я у власти, это просто взял пример с Илона Маска и Дональда Трампа. Все просто. Урезать бюджеты. Я представляю, как бы ты представляешь, вот эти, кстати, покемоны, которые получали грантовые деньги USAID, там, Следствие инфо, Детектор медиа, там, Радио Свобода, они направили запрос Зеленскому, что раз нас не финансирует больше Америка, пусть нас финансируют с государственного бюджета Украины. Ну, представляешь, наглость какая? Параллельно с этим на фронте очень сложная ситуация, понятное дело, Сумы это вот сейчас под угрозой, причем местные жители, ну я там знаю нескольких сумчан, ну обычных, в обычной жизни, и люди, в принципе, они все понимают. Спасибо Зеленскому за Курскую операцию, теперь надо выезжать. Депутаты все кричат, депутаты, военные, вот эти, которые проофисные, которые комментируют ситуацию, сумчане, выезжайте, не Куда? ждите, надо Куда вы? ехать в безопасное место, давайте. И параллельно с этим там пишут о новом ударе. Вот там вот этот мэр Андрющенко, да, ну, мэр Мариуполя, говорит, сейчас перебрасывают технику, будут на запорожском направлении, примерно то же самое делать. То есть Слушай, знаешь, мэр Мариуполя это что-то тоже необычное. Знаешь, Мариуполь оккупирован, мэр есть, да. но там есть мэр, который получает деньги с бюджета. Интересно, какая у него, кстати, зарплата? Это что же, расходы, которые не нужны? Нет, ну там сейчас уже поменяли. Там уже деньги получают военно-гражданские администрации оккупированных территорий. 10 населенных пунктов Донецкой области, Мариуполь, там Волновахский район и так далее, и так далее. Причем вот так просто раз и взял и создал Зеленский вот эти структуры. Типа с намеком, что мы когда-нибудь будем возвращать, и там будут установлены эти администрации. Хотя этим и не пахнет. Пахнет как раз таки наоборот. Тем, что фронт движется все западнее и западнее. Ввиду этого вопроса, а Зеленский вообще контролирует, что происходит на передовой? Сегодня Безуглая говорит, что солдаты Сырского называют «сырок». Очень полезная информация, особенно в свете надвигающегося или там, ну, движущегося фронта, да, движущейся вот этой линии войны и ужаса, когда стираются города и там твое имущество становится просто грудой обломков. А министра обороны называют чебурек. И это правда. Я не скажу, кто называет, но это вот прям вот именно в самой украинской власти его называют чебурек. Так вот, я еще в 22 и 23 году был Сейчас, шокирован. секунду, это получается у нас глава переговорной группы в Стамбуле Чебурек. Чебурек. Да, в 22-м году. Да. В 22 году я еще тогда писал посты и считал, что Украине хватает абсолютно денег, если урезать тот же телемарафон за 2 миллиарда, чтобы сейчас на Западной там Украине, где точно не будет каких-то боев, построить модульные дома, хорошие модульные дома. Я посмотрел, как некоторые пенсионеры живут в каких-то трущобах под названием модульный дом, ну, похоже на больницу, и похоже, как будто там хотят скот содержать. Нет. В Украине, я думаю, в России и в других странах есть, вот вы знаете, что такое модульный современный дом. Можно вот ввести в Киеве, есть прекрасный такой загородный отель, называется Улис. Улис. Видите, посмотрите, может ты застал еще этот отельчик под Киевом. И там модульные дома. Сделать такой модульный дом это 50-100 тысяч долларов. Мы посчитаем, сколько Зеленский украл денег. То есть там камин, там кухня, 2 спальни, там большое пространство. Это офигенный полноценный дом, где можно реально планировать свою жизнь, жить и считать это своим новым домом. И
у нас на это были деньги. Я посчитал, что таких модульных домов за те деньги, которые мы потратили на какие-то дороги, дерибаны, телемарафоны, фильмы, вот, фортификации, на которых нет, мы могли построить за это время тысячи модульных таких домиков. Не говоря уже о панельных домах, но чтобы по-быстрому сделать и поддерживать украинский там бизнес, можно было и такие модульные дома сделать. Этого ничего нет. И тогда был расчет, что ну а зачем? Вроде уже беженцы везде порасселялись, все такое. Я говорил, для того, чтобы наши граждане не выезжали за границу, нужно им дать дом. Дом за 50 тысяч долларов, который государство подарит, там, я не знаю, жителям Херсона или Мариуполя, которые выехали, окупится государству, потому что эти семьи останутся жить в Украине. Их дети вырастут в Украине и будут всю жизнь свою платить налоги в Украине. Но они поедут из-за того, что им негде жить, из-за того, что их выгоняют как беспризорников, и государство им дает реально жить в каких-то трущобах, в то время как на территории Евросоюза дают нормальное жилье. Они поедут в Европу, их дети будут учиться в европейских школах, и они там останутся жить. И будут всю жизнь там платить налоги. Мы потеряли целое поколение из-за того, что Зеленский не мог или не хотел нормально распределять приоритеты для государства. То есть что наши граждане, не нужно их обвинять, вот наши граждане выезжают. Почему выезжают? Да потому что им жить негде. А вот люди не хотят жить в Харькове, они опасаются. Да, у них квартира в Харькове целая, но у них ребенок там, у мужчины там жена, и он думает, я их вывезу. Но так как Украина не дает мне здесь где-то жить, не предоставляет ничего, более того, еще меня бусифицируют и отправят на фронт, то мы выедем в Европу разным путем. И вот это я считаю преступлением. Потому что сейчас куда будут ехать десятки тысяч жителей города Сумы? Куда? Где их расселять? Когда власть кричит, эвакуацию мы проводим, это имеется в виду, что они оплачивают поезд на Укрзалезнице или автобус, их выселяют, выкидывают на вокзале и идите себе гуляйте. Либо им волонтеры, частные предприниматели ищут за свой счет, это не государство делает, жилье. Государство ничего не делает. В то время как в Европе, когда украинцы едут, именно государство ищет жилье, квартиры, этим государство занимается. То есть Европа, где нет войны, где это не их проблема в принципе. Они смогли это все организовать, а наши не могут. Потому что настолько плевать вот этой скотине рядом возле меня на людей. Потому что он свою семью с Кривого Рога вывез, а чтобы другим жителям Кривого Рога, родного своего города, предоставить альтернативу, где можно жить не под ракетами ежедневно, он не предложил. Ну и разумеется, я аж это говорю уже там 3 года подряд, на меня за это санкции ввели. Я смотрел недавно, кстати, про себя вот пропагандистский сюжет, там, да, и 4 там, минуты или 5 про меня человек что-то рассказывает, и не смог вообще где-то вот показывают какие-то мои там картинки, какие-то посты, и они их не зачитывают. А я думаю, так зачитай. Вот зачитай своим телезрителям, своим подписчикам, когда говоришь, что я там предатель, что я пишу, о чем я пишу. Нет, вы ж не зачитаете это. Потому что граждане скажут, так подождите, он говорит логические вещи. То А есть человек против... что за история вот сейчас? Какая-то особая волна пошла. Причем это переходит все уродливые формы. Ты правильную тему, кстати, поднял, Значит, да, я понял. Собираются определенные списки, да? А кто будет следующим? Кого нужно ликвидировать? Кто в списке на ликвидацию? Блогер Анатолий Шарий, да? Как бы он, это, конечно, нельзя, это язык не поворачивается, проиграл суд, на который как бы его защиту не допустили, поэтому он проиграл. Такое техническое поражение. Это все равно, что футбольная команда там взяли ее, закрыли, например, в раздевалке, вышли, а тут, ой, все, поражение, 3-0, да, с разгромом. Это, в принципе, то, что напоминал этот суд, не допустили никакие, скажем так, процедуры, но, тем не менее, это 15 лет, тяжелейшая статья, и сразу начинают раздувать, а вот это получается следующий в списке, и там поехали, там называют его, называют там Панченко, называют еще кого-то, да и Олежка называют, и всех называют.
что вот надо прям ликвидировать. И Шелест, пошел. Шелест, они даже Гончаренко называют. И Ну, там и Алексей Гончаренко присутствует в списках. Там уже в Твиттере прямо написано: я тебя, Гончаренко. я просто вообще этого не пойму. Откуда это все? Это вот, видимо, ну, это точно ставится какая-то задача. Это точно есть какой-то центр, который дает, ну, вот эту отмашку и команду. Потому что так просто не бывает. Тем более, что очень все заглохло и затихло по поводу Портнова. Ну, то есть, телефон Портнова, как сообщали, в мадридской полиции, ну, то есть спецслужбах мадридских, и как-то вот с Украиной сильно не контачат. Об этом писала «Украинская правда», что что-то не складывается. То есть не удается Украине туда нырнуть в это следствие и что-то там, как бы дел каких-то наворотить. Они расследуют все сами, как понимают, как знают, как умеют. От помощи украинцев отказываются. Но списки уже гуляют. Почему? Мы же вроде как не такой кровожадный народ, но хотелось мне всегда верить. А получается, люди это поддерживают, смотрят, говорят, так их, вот этого надо казнить, а этого четвертовать, а этого пытать водой. Я больше скажу, я когда это читаю, там спрашивают: а за что там, например, меня? Там, Олежка, за что? Они такие: а за то, что мы так хотим. Да подождите, ну покажите факт, за что он там что-то призывал к чему-то, поддерживал там агрессию России. В чем причина? Ну, он власть критикует. Как бы, власть критикует. Знаешь, я недавно вот по теме санкций задумался, и санкции против своих граждан даже Путин и Лукашенко не вводят. Они арестовывают там, возможно, там у них там арестовывают оппозиционных там политиков, что-то еще, журналистов, там все такое. Но санкций против собственных граждан в России и в Беларуси никто не вводил. Просто потому, что вот, ну, потому что, наверное, Путин и Лукашенко, они гораздо умнее. Они всегда могут сказать, что вообще-то это все решение суда. Вот арестовали Навального, да, там, посадили. Это решение суда, это решение правоохранительных органов. Какие ко мне претензии? Зеленский же решил, что он своей подписью будет наказывать своих критиков. То есть это, ну, говорит о том, что ты идиот, во-первых. А во-вторых, ты открываешь, ну, ящик Пандоры, потому что власть, когда поменяется, так могут и против тебя ввести, потому что ты эту тему обкатал и показал, что так правильно, так можно, и граждане это поддерживают, и плевать, что это незаконно. А насчет этого центра я согласен. Действительно, есть какой-то центр, который, во-первых, возможно, пытается нас запугать всех, кто критикует и посмел критиковать сегодня Зеленского. А во-вторых, это намек, скорее всего, другим блогерам. Потому что, смотри, даже те, кто нас критикует, в глубине души они могут нас поддерживать. И чтобы они вдруг не стали на неправильный путь, они должны увидеть на примере других, как развернется их жизнь. Уголовные дела сфабрикованные, санкции, угрозы жизни и так дальше. Поэтому в Украине сегодня все запуганы и все молчат. И они очень еще и злятся на нас, что мы выехали из Украины и позволяем себе говорить вот то, что думаем. На нас вот те, которые даже согласны с нами, они на нас злятся. Ну, потому что вот они не могут. Им приходит темник из СБУ и офиса президента, им нужно его зачитать в своем вечернем блоге. Такая ситуация тоже есть, я ее просто вот наблюдаю в Фейсбуке там, и так дальше. Вроде оппозиционный человек, да, за Зеленского не голосовал, ну не любит меня. Чего? Потому что ты вот выехал. Я говорю: так, чувак, я что, в тюрьме должен сидеть? Ну, я бы не выдержал, если бы не выехал в Украине, бы начал то же самое говорить, но сел бы в тюрьму. Как бы мне бы закрыли рот и все. А так, знаешь, я понимаю, и ты, наверное, понимаешь, это хорошее чувство, что мы сделали что-то правильное. Мы нанесли такой удар сильный, что вот этот наркет сзади, он ввел санкции. Я А одного не могу понять. насчет Портнова я удивляюсь. Во-первых, они все угрожают, что вот вас, как Портнова, я им пишу: подождите, при какой Портнов? Портнов соратник Зеленского, вашего соратника убили. И при чем тут Олежка, Гончаренко, Шарий, Шелест, кто-то еще? При чем тут ваш соратник был убит? Олег Татаров, правая рука Зеленского, пошел узнавать, что там с его другом. Он Вы постоянно вот они постоянно говорят: Олежка, вот ты только приедешь в Украину, мы тебя... Я говорю: подождите, да вот Портнов, которого вы так не любите, и тоже его
Он приехал спокойно, через зеленый коридор заехал на Мерседесе, приехал в Киев, гулял по Киеву, сходил в ресторан киевский, и вы ничего ему не сделали, трусы. А теперь молчите и делаете вид, что он вообще-то не с Зеленским был. Хотя я вот сегодня смотрел российский сюжет, в котором тоже почему-то решили сообщить, что Портнов был оппозиционен к Зеленскому. Что? Ну, вообще странная это, конечно, история, тем более, что Что? там говорят, что это все раскручивают какую-то партию или проект под какие-то выборы, условную там ОПЗЖ-2 или там ОПЗЖ новый стиль. Нет, так А, слушай, Портнов это человек, который предатель. Он предал Януковича, предал Юлию Тимошенко, предал Виктора Ющенко. Я не знаю, понимал ли там Зеленский, может, понимал, что Портнов и его потом просто предаст. Может, в этом причина произошедшего, не знаю. Но какая-то же причина должна быть. Я просто не верю в причину, когда вот начали озвучивать это, потому что Портнов кому-то задолжал денег. Ну, если ты кому-то задолжал такую сумму денег, то тебя просто вывезут и будут у тебя эти деньги выбивать. Как бы. Ну, смысл? Теперь деньги он точно не отдаст. Поэтому это точно не причина, что он кому-то был что-то должен, что вот, ну, ты тоже, наверное, слышал эти версии. Не рабочая версия. ну, какая-то политическая, мне кажется, все-таки А причина. вот почему Татаров поехал в Мадрид, это потому, что его смартфон не волновал. Его волновало то, что он не будет знать, к каким выводам пришли испанские и американские правоохранительные органы. Если они вдруг придут к мыслям и тому, что они выйдут на тех, ну, по камерам посмотрят, они сейчас же будут пробивать, какие смартфоны работали, все камеры просмотрят, там, кто приезжал в Украину, там, в Испанию, кто заезжал, кто выезжал, какие машины арендовались, то все это будет расследовано. И, скорее всего, выйдут на киллеров. И Татаров, скорее всего, не знает, кто убил Портнова. Вот не знает, из-за этого он и поехал. И вот чтобы узнать первым и позвонить потом резко в Киев и сказать: ребята, тут узнали, что связь с нами, давайте предпринимать шаги. Вот для этого он поехал и просил, чтобы испанцы предоставили им доступ к расследованию. Вот и вся причина. Есть какое-то ощущение, И, что и, и, и замести следы. Вот если они узнают, что это что-то связано с друг... Потому что, понимаешь, в окружении Зеленского как бы есть разные группы влияния. И кто-то не любил Татарова. И Татаров абсолютно понимает, как все-таки он умный человек, что, скорее всего, это был удар по нему. И Татаров хочет знать, кто. А еще хочет знать, чтобы не подставить себя и Зеленского, если узнают, кто. И замести следы быстро. очень интересно вообще, как работает офис. Вот я, если честно, в каком-то недоумении нахожусь сегодня. Нет, я в таком недоумении, которое как бы у меня такой праведный гнев, ну, потому что праздники религиозные, да, потому что, ну, как понимаешь, а в Украине вот этот вот марш ЛГБТ. Марш оказался не маршем в Киеве, марш оказался акцией, Так что марш, перебью, извини, марш оказался в поддержку Сергея Стерненко. вот, они собирали деньги на Русарез. Я вообще обалдел. То есть ЛГБТ собирается на свой фестиваль, ну или как, ну да, митинг, фестиваль, с флагами постояли, в общем, да, то есть и собирают Стерненко на Русарез. Стерненко, который ездит в бронированном с, не знаю, там сколько там броня сантиметров, да, ровере, рейндж-ровере, который там. Зеленский на такой машине даже не То есть ездит. это нечто. То есть Стерненко нужно собирать через представителей ЛГБТ. Но что меня лично выбешивает и почему я недоумеваю. С одной стороны, мы видим этих ну, представителей этого движения. С другой стороны, мы видим некую организацию, которая кричали кричалки, да, о том, что надо им в могилу, ну, таких, да, отъявленных националистов, которые вот против этого движения. С третьей стороны, мы видели полицию, которая жестко пакует особо рьяных из этих, ну, скажем так, ультранационалистов или там вот этой организации. Очень дико во время войны, в тот момент, когда хватают на улице, пихают в бусик
когда крутят, ломают ребра, головы, а некоторые и жизнь свою, еще не доехав до учебки, теряют, наблюдать вот этот перформанс. Что одних, что вторых, что третьих. А все это вместе нам создает картинку, когда все должны отвлечься, ну, от тех же сумм, да, от сумм, в котором там нежилое помещение за 56 миллионов выделили, будут типа там какой-то офис строить, ну, госбюджета. Там суммы, там война, там деньги украли, там территорию потеряли, там кабы полетели, там провал полный, там с телами вот эта чехарда. Это же насколько надо быть, ну, я не упоротым, а насколько надо быть идиотом, насколько надо вообще быть таким узколобым. Нельзя было позволить, если вы находитесь в контакте с российской стороной, чтобы эти тела украинских воинов, как вот этот чемодан, туда-сюда, да, возили. Мы привезли, забирайте, ах, вы не забираете, тогда мы увозим, а вот тут вот вообще нельзя. Это же все-таки надо честь какую-то отдать, даже переданным с российской стороны, ну, телам бойцов, которые Украину защищали. А так получается правда, что ни живые не нужны, ни мертвые не нужны. Но зато шоу с ЛГБТ в центре Киева, возле здания Министерства иностранных дел. А тут ПЦУшники выходят, говорят, ой, а там рядом же Михайловский. Они говорят, не-не-не, это вот нельзя, это вы там оскорбляете нашу церковь. Вспомнили тоже, да, вот ПЦУ, то есть там церковь, возле церкви нельзя, так они там возле этих колонн МЗС это делали. Это такая тактика у них, да, пустить вот эту пену, вот этот вот дым, где сияют витрины, где горят фонари. Ну, это, скорее всего, вот эта работа кураторов USAID. Потому что факт в том, что вот эта ЛГБТ какая-то организация, она же действует за деньги USAID, Сороса. И, что интересно, она же не представляет никаких интересов там, геев, лесбиянок. Потому что пока они там митинговали, собирали на Русари Стерненко, рядом где-то там бусифицировали паренька гея. Забили ему почки, связали, кинули на подвал. То есть там не пахнет никакой защитой. Просто им выделяется бюджет. Этот бюджет нужно освоить. Им нужно, вот представь, там прошел квартал, год, им нужно написать, смотрите, дорогие наши спонсоры западные, мы тут провели митинг, нас хотели побить, Дайте еще. дайте еще нам денег. Все. То есть, ну, эта организация не представляет, понимаешь, то есть это не ЛГБТ. Когда Путин там заявил, что Зеленский должен запретить национальные партии, там, националистов и так дальше, да у нас нет националистов, у нас есть имитация. Ну, типа, Стерненко это националист. Ну, типа, ну, вообще-то нет. То есть, вот скажи, разве у нас есть настоящие националисты, если когда у нас президент отдал другой стране наши ископаемые в обход Конституции Украины хоть один националист что-то сказал? Нацкорпус, Азов, Свобода, Правый сектор. Было какое-то заявление от них? Ни у кого не было. Всех это устраивает. Значит, у нас, ну, где национализм такой, знаешь, где-то выгодно, где-то невыгодно. То есть у нас, по сути, нет настоящих националистов. Националисты есть везде. Национализм это нормально. Он есть в Америке. Трамп националист. Илон Маск националист. Путин националист. Но тут националистов нет. Может быть, имеется в виду тех, кто себе татуировки делает с нацистским знаком. Ну, это да. Но к национализму украинскому это, я считаю, не имеет никакого значения. Потому что если бы Зеленский даже был настоящим националистом, он бы уже давно закончил войну, потому что его граждане погибают марно. Он бы в 22 году закончил бы и не выходил из переговоров, если бы он был националистом. Потому что он бы переживал за свой народ, и что народ гибнет зря, что жизни можно сохранить, что самое важное это жизни, потому что сколько украинцев выезжает за границу, и потом дети, которые там вырастут, да, они ж не будут на украинцах жениться, там замуж выходить, нет, они будут за иностранцев других. То есть это ж как бы, где тут национализм?
Вот у израильтяне националисты. Они там еврей с еврейкой. Это тоже националисты. У нас я национализма как такового не вижу, потому что Зеленский хочет всех украинцев отправить в окопы, погибать. А потом через пару лет нам придется мигрантов из Средней Азии к Не себе через пару приглашать лет, на работу. Мирослав, не через пару лет, уже. Эксперты бьют тревогу, это просто скучные материалы, которые никто Ну, не... уже не выйдет, потому что не захотят сильно мигранты ехать в страну, где война. Не-не, уже не потребность, уже есть. Это скучные материалы, которые мало кто читает, знаешь, когда много букв, много, и ты вот смотришь на эти много букв и даже не хочешь осилить, А потому чем что... мы их будем завлекать? Я Потому что... предлагаю гражданством. Хитро, типа, мы даем вам гражданство Украины, и на следующий день вас басифицируем. Ну, в общем, да. И уже реально рабочих рук в Украине не хватает. Нет. Дефицит острейший по всем направлениям. Так, смотри, они-то есть, возможно. Просто эти люди, там, рабочие, это в основном мужчины, они выйти боятся. Ну, там, тебе нужно, не знаю, поремонтировать унитаз. Ты вызываешь сантехника, он говорит, да я как бы рад, но мне нужно 2 района проехать, там блокпост, я не пойду. И все. А некоторые сантехники, которые выехали в Европу, узнали, что они могут получать хорошую зарплату. Им сейчас квартиру бесплатно дали, там все хорошо, все прекрасно. Еще посчитали, что они поработают еще 20-30 лет, у них будет пенсия в 12-15 раз выше, чем в Украине. Я сегодня посмотрел видео, там блогеры сравнили цены на продукты в Испании и цены на продукты в Украине. И оказалось, что теперь в Украине дороже цены, чем в одной там из самых таких дешевых довольно там стран Евросоюза. То есть у нас в Украине, где пенсии ниже в 15 раз, чем в Европе, где средняя зарплата гораздо ниже, цены на продукты выше. То есть то, что я посмотрел, я понял, что сегодня в Украине реально геноцид. Потому что Зеленский полгода назад, год назад, вернул пошлины, например, на бензин, на топливо. Цены на топливо выросли, соответственно, выросли цены на все товары и продукты. Поэтому мы сейчас обогнали по ценам Испанию. Пенсии не выросли у граждан, зарплаты не выросли. Ну, там по курсу валюты, что это не считается ростом. Как выживать пенсионерам с пенсией в 50-60 евро? Я вот это видео посмотрел, где немецких пенсионеров спрашивают, какая пенсия, как думаете, у украинских пенсионеров? Они такие, 500 евро, 1200. Те говорят, да ниже. Немцы говорят, ниже? Да ниже не может быть, ниже ты не выживешь. Более того, украинским пенсионерам с этой несчастной пенсией нужно всю пенсию сейчас отдать за коммуналку. Потому что власть говорит, платите коммуналку во время войны, иначе мы подадим в органы, вас что-то конфискуют потом. Я не представляю. Вот я понимаю, Зеленский, у Зеленского родители, там, они пенсионеры, и он им помогает. Но есть куча пенсионеров, которым никто не помогает. Я не знаю, когда ты выехал с Киева, а я выехал в 23 году. Я стал замечать, как стало больше людей пожилого возраста возле метро, возле остановок, и они просили деньги. Я там одной бабушке дал денег, расспросил, она говорит, я там выехала там, из Донецкой области откуда-то. Потому что вот государство меня бросило, мне не помогают, мне не дают выплаты. Если бы эта бабушка выехала в Европу, ну, если бы она осмелилась, она могла спокойно выехать в Европу, ей бы там предоставили жилье, дали бы социальную помощь. А в Украине ничего, ей нужно просить милостыню у людей. Поэтому, когда вот эти аферисты собирают деньги на донаты, на дроны и все такое, Стерненки, лучше бы граждане эти деньги, этими деньгами помогли пенсионерам. Когда я вижу, как Зеленский ради популизма и пиара своего раздает всем деньги на кэшбэк, миллиарды гривен всем. Зачем всем выдавать? Зачем, я не знаю, там, выдавать людям моего возраста? Зачем это? Кэшбэк. Направь эти деньги на помощь пенсионерам. Я в таком еще шоке. Знаешь, Америка богатая страна. Но там есть бедные люди. И они могут пойти и получить офигенный продуктовый набор. И так же самое в любой стране в Европе украинцы получают офигенные продуктовые наборы, если захотят. В Украине пенсионер хочет продуктовый набор. Где его получить? Выборы ждать, когда какой-то депутат даст гречку? Нету. Война в стране. Но в Киеве, в Харькове, в Днепре, в Одессе нет государственной программы, где ты приходишь и вот получаешь
продукты. Ну или какая-то программа, где, знаешь, у тебя есть карточка какая-то, ты приходишь там в супермаркет Сельпо Фора, и тебе выдают продукты. Ну, те, которые, может, срок годности уже подходит, да, но их тебе выдают, чтобы ты мог питаться каждый день. Нету такого. Пенсионеров пожилых просто бросили умирать, и это и есть геноцид. И это еще хуже, я считаю, даже, чем российские обстрелы. Потому что люди будут погибать рано. Ну, люди просто от голода будут умирать. И это и есть настоящий голодомор. Я хочу от президента услышать вопрос, вот как пенсионеру 60 евро пенсии прожить в Украине, при этом еще на коммуналку заплатить, иначе ты зимой замерзнешь в квартире. Ну, кстати, находит отклик в чате трансляции. Вот это, кстати, тема, да. Значит, пользовательница щучьей щечки говорит, вранье. С 2004 года появились такие нищие. Это ложь. Саша, останови. Другие пишуть, що ти мелиш, пенсіонерам дають субсидію, вона перекриває комуналку, при умові, якщо ти працював, заробив пенсію, а не колупався в носі. Вот. То есть абсолютно разные мнения. То есть вроде бы как говорят об одной стране, да, а вот кто-то говорит, нет, хорошо все. Кто говорит, нет, это давно плохо. Люди, восприятия разные. Как можно с пенсии в 3000, даже в 6000 гривен, это чуть-чуть выше 100 евро, прожить пенсионеру, потому что которому нужно каждый месяц покупать хорошие лекарства, витамины, пачка хороших витаминов на месяц. Там для сердца все такое стоит как месячная пенсия. То есть, когда мы смотрим, что у нас пенсионеры и длительность жизни в стране ниже, чем в Европе, это потому, что людям дешевле купить водку и утолить свой гнев, слезы, грусть, нежели пойти купить витамины, на которых денег нет. И нужно купить еще какие-то лекарства. А если у тебя сахарный диабет, ты покойник в Украине. Я не знаю, как в России, в Украине ты покойник. Потому что, например, у меня есть знакомые, у которых диабет. И я задумывался раньше, почему столько людей от диабета погибает, а другие люди живут там до 100 лет, ну, условно говоря, да? Потому что есть такое устройство, если у вас, вот сейчас вы меня смотрите, у вас родственник, у него диабет, есть такая штучка, американская, испанская, ты каждые 2 недели ее сюда вот на плечо цепляешь, и она тебе на смартфон передает постоянно уровень сахара в крови и сигнализирует тебе, если ты что-то не то съел. Экспериментировали на украинских продуктах. Там, где, казалось, даже сахара не должно быть, выбивала сахар по полной программе. Там, где писала «сахара нет», выбивала сахар. В Европе другие мои знакомые с такой же штукой. Берут продукты, сахара нету, написано нету сахара. То есть в хлебе нет сахара. То есть, в Европе за этим следят. В Америке с этим еще проблемы. Но в Украине с этим проблемы. И вот я задумался о том, что люди, зная, что у них диабет, думают, что питаются правильно, делают там себе укольчик раз там в неделю там, или раз в день, а кто-то раз в 2 недели по лени. Потому что думает, что он правильно питается. Он ест там черный хлеб, там написано сахара вроде нет. Или ест еще какую-то булочку и думает, да ради бога, я съем, что произойдет, да? И вот без этого устройства люди не понимают, что они погибают и убивают себя. Из-за этого у нас в Украине, в России, там, в других странах огромная смертность на диабет. Ну, вот, кстати, пишут, в России выдают инсулин бесплатно, в ЛНР бесплатно. Я не про инсулин, друзья. Инсулин это для уже другой стадии диабета. А если у вас другая еще стадия диабета, вам инсулин не нужен. Дело не в инсулине. Дело в том, что вы знали, какой у вас уровень сахара в крови, чтобы вы не перешагнули на следующий уровень сахарного диабета. Чтобы эту штуку купить, она стоит порядка $70, евро. Одна штука. Их нужно в месяц 2. То есть это $150 в месяц. Пенсионер в Украине может себе такое позволить? Нет. Поэтому они не в курсе, что они себя убивают. Люди с диабетом. Да. Об этом, кстати, самое интересное, что у нас врачи даже об этом не говорят людям с диабетом, что вообще есть такая вещь. Вы можете хотя бы раз купить,
чтобы вот проэкспериментировать с продуктами и понять, какие продукты вам можно есть, употреблять, а какие нельзя. И тогда ваш родной человек проживет много лет. А иначе он умрет от диабета просто потому, что будет думать, что он питается правильно и у нас хорошая продукция. Да, значит, по поводу новостей. Мы в прямом эфире 20:07 сейчас. Зеленский публикует 10 минут назад пост о том, что сейчас по состоянию на сейчас в Харькове известно более чем о 40 раненых, одного убитого человека. Били авиабомбами по Харькову сегодня. В общем, очередное зверячее убийство, авиабомбы по гражданским в городе, рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого отношения к военному смыслу, исключительно чистой воды терроризм, и это продолжается более 3 лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать, нельзя на это закрывать глаза, и это не какая-то игра. Каждый день мы потеряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужен жесткое принуждение России к миру. По поводу игры, это и сегодня тоже было. Зеленский говорил, что мы же не в песочнице там деремся. Отвечает как бы Трампу, да, на то, что Трамп говорит, что нужно дать им еще, получается, разобраться, подраться, а потом мы их разнимем. И сегодняшнее заявление, что Украина фактически вот этими диверсиями на аэродромах и терактом, террористическими атаками по железной дороге на территории Российской Федерации, она как бы вот повод дала, чтобы их разбомбили к чертям собачьим. Ну, Трамп любит такие выражения. Причем у самого Трампа вроде как проблема, эту историю очень украинская благосфера смакует, ссору с Маском, да, и тут как-то странно получается, вроде Маск не очень парень, да, для украинских, скажем, для украинского сегмента, но тут надо за Маска вступаться, потому что Трамп вроде как плохой, и все радуются, что у Трампа что-то не получается, он рассорился. Западная пресса тоже подкидывает дровишки, Newsweek говорит, вот этот фингал на глазу у Маска, это потому что с министром финансов подрался, они там что-то поспорили, и тут как-то так ему всадил. Ой, всем сразу стало весело. Но по большому-то счету Америка, ну, занимается своей жизнью, а Зеленский как не пытается выставлять вот эти фотографии, эти ужасные кадры с окровавленными лицами, там, раненых, не получается добиться результата. Похоже, уже не получится. Этот метод, который работал там с 22 года, все, прогорел. Ну, знаешь, мне необъяснимы действия российской власти, которая действительно стреляет и часто по гражданским объектам. И если задуматься, за 3 года войны вот погибло очень много мирных жителей, но вот среди известных и причастных к украинской власти людей, которые там тоже живут в домах, там, в квартирах, там у них есть офисы, все такое, как бы они вообще не пострадали, потому что, мне, наверное, кажется, Россия их считает хорошими, полезными идиотами, которые успешно сливают государство Украина. Иначе это как-то объяснить не могу. Вот это вот все. Знаешь, Нет, ну смотри, тут же просто, смотри, ну, время какое дурное, война дурная, когда военные размещают то или иное, или сборку, или орудие, или что-то рядом с гражданскими, или в я тебе скажу, это, гражданских. это правда. Я тебе скажу, я был в шоке, например, вывезли недавно, была какая-то выставка, там я новости смотрел, была выставка, какая-то ярмарка на Левобережной. И туда привезли с института какого-то там или откуда, привезли туда самолеты. Ну, типа советские еще вроде, да, ну, привезли. На кой черт? А если бы какой-то дрон пролетал и подумал, что там какие-то самолеты и дали команду стрелять? Для меня это тоже очень странно. А, Тут, понимаешь, когда Зеленский радуется, когда Россия выпускает ракеты. То есть он от этого кайфует. Для него это возможность еще раз больше обозлить украинских граждан,
напомнить украинским гражданам, что вот мир невозможен, а, чтобы больше появилось украинских граждан, которые потеряли родственников. А чем больше будет пролито крови, тем сложнее создать какой-то мир в будущем. Просто потому, что есть действительно большая вероятность, что если вот Зеленский даже согласится на мир, да, там на какие-то условия, то выйдут люди и, ну, немного, ну, вот эти придурки, которые не вылезают с телестудий, воюют в Киеве постоянно, фронт держат, да. Какие-то родственники действительно искренние, у которых погибли родственники, родные, они выйдут и будут митинговать и сносить власть. То есть, что начнется реально махновщина, революция и времена УПА. И такое тоже может быть. Может, это и есть планы России. Я ж не знаю. Мгм. Ну, очень похоже на это, когда читаешь вот российские требования, да. Потому что я не могу понять, ну, сделала бы Россия мягче требования. Мягче требования. Так а Вообще, с чего? мягкие требования. Подожди, а с чего ей делать мягче требования? Расскажу. Ну вот расскажи, Сместить смотри, Зеленского. Сместить Зеленского. когда ты идешь, ты добиваешь, смотри, ну, там же тоже ситуация какая, там же, мы так вот смотрим это все, как какую-то компьютерную игру, а там же тоже живые люди, там же тоже погибшие, там же тоже боевое братство, там тоже солдаты, там тоже, ну, мысль, техника, тоже противостояние. Там не погибло столько гражданских лиц. Погоди, по всем раскладам эта война вообще уникальная. Гражданские лица составляют самый минимум. Военных погибает больше, чем гражданских. В любых войнах наоборот. Об этом всю неделю у меня эксперты говорили. Вообще разное. Я объясню. Путин сможет справиться с этой категорией людей. Если они не поймут, что уже наступают другие времена, и они дальше хотят воевать, с этими людьми попрощаются. А Они Зеленский нет. исчезнут. Ну, как, я не знаю, Гиркин. Где Гиркин сейчас? Да фиг его знает, где В он. СИЗО. Или где Пригожин. Там. То есть, ну, то же самое будет с другими, кто будет не соглашаться с решением там, Путина. А Зеленский так не сможет. Ну, в таких масштабах это сделать просто не сможет. Поэтому вот так. Но я о другом вообще имел в виду, как бы, когда говорил. Там Ну, и тоже смотри, это подожди, тоже фактор. И как ты сделаешь мягче требования, когда солдаты там добиваются ценой, большой тоже ценой, ну, потерь, добиваются вот этих результатов, продвигаются вперед. Ты им не скажешь ша, стоп, все, они будут недовольны. скажешь. Как не скажешь? Ты помнишь, как Зеленский ходил тогда и говорил, я не лох какой-то, мне 41 год, как бы он ходил, останавливал военных, было такое. И сейчас такое будет. Да более того, там большинство бусифицированных и мобилизированных. Все хотят домой к семьям вернуться. Просто если бы сегодня Россия не выдвинула ради перемирия такие условия, бы, ну, я думаю, Зеленского бы вынудили бы их уже американцы подписать, потому что, ну, я считаю, главная задача для нас с тобой, для украинцев, это сместить вот этого человека, который хочет дальше оставаться у власти при войне. Так То погоди, есть, там в этих условиях и есть выборы. да, но Россия сейчас требует 4 области. Ну, Не-не-не, давай честно смотри, скажем, давай 4 скажем региона. честно, подожди, давай скажем честно. Требования, да, эти 4 региона, это все понятно, там про русский язык, но есть второй пункт, второй раздел. Там о перемирии. То есть перемирие объявляется, первый вариант, если вы выполняете все условия, ну и отводите войска. То есть во время отвода войск с территории Украины никто не стреляет, перемирие. Ну и выполняются все вот эти условия. И второй пункт с перечнем, очень интересным, увлекательным и занимательным. Хотите перемирие, останавливайте поставки, пусификацию, назначайте дату выборов и конкретные, ну, как бы таймлайн, конкретную временной, ну, разбивку временную по выполнению дальнейшего договора. Конечно, он на это не пойдет. Я считаю, можно сделать проще. Убрать все требования ради перемирия, чтобы провести выборы. Проводите выборы, придут к власти адекватные люди и с ними договаривайтесь. Может это проще, может Которые так и есть. умеют общаться, которые не ходят как на цирк-парад в военной форме на переговоры дипломатические и так дальше.
Ну, то есть, зачем? Я понимаю, России выгодно с такими идиотами сейчас, которые вот играют цирк и сдают территории. Русским это выгодно, нам это не выгодно. Но нам нужны выборы, нам нужна новая власть и новые представители. Я абсолютно уверен, если нам дать полгода, 3 месяца, я считаю, мало, потому что у граждан просто пропаганда большая в голове, и ты так просто не можешь отменить там телемарафон и так дальше. Да? Должны быть другие требования, которые Российская Федерация обсудит с Трампом, с Белым домом. Это что выборы, это что телемарафон этот отменяется, это то, что выпускаются все там оппозиционные люди из тюрьмы и так дальше. То есть это то, что все любые партии могут участвовать там на выборах и так далее, и так далее. То есть, ну, при таких условиях мы не знаем, кто победит. Может кто угодно победить, но Зеленский точно победу не одержит. Да, друзья, В этой давайте, связи давайте это будет выясним. по-любому проукраинский кандидат, потому что то, что пережило украинское общество, они будут голосовать за проукраинского человека. Да? Но я думаю, этот проукраинский кандидат будет понимать, что ему предстоит главное договориться и главное не развязать продолжение войны далее. То есть, Да чтобы мне кажется, пауза что все вот эти, стала миром навсегда. мне вот кажется, что все вот эти, которые называют себя проукраинские, они вообще не проукраинские, Ну потому смотри, то, что... что я сейчас вижу, Российская Федерация делает все возможное для того, чтобы в Украине выборов не было, и Зеленский дальше оставался у власти. Ну вот просто вот то, что сейчас делает Россия, она Зеленскому помогает оставаться у власти. Это пока что, ну, то, что видно на виду. Я не знаю, что там за закрытыми дверями, но то, что сейчас на виду, вот помогают они ему в этом. Если бы Российская Федерация и Америка и Трамп действовали бы иначе, Зеленского бы уже бы летом бы не было у власти. У нас бы обсуждались бы уже выборы, а Зеленский был, как знаешь, человек, который вроде и президент, но уже без власти. Потому что все понимают, что он выборы проигрывает. Ну да. Значит, напишите, что думаете. У меня есть, конечно, тоже что по этому поводу сказать, но, скажем, завтра в шуме обязательно. Подытожим наш опрос и несколько вопросов от аудитории. Значит, настоящие проблемы у Зеленского начнутся когда? 5% сорвутся обмены, 11% оккупируют Сумы, 20% Путин нанесет удар возмездия и 64% настоящие проблемы Зеленского начнутся, когда Трамп уйдет из Украины. Согласен с большинством? Да, согласен. И еще хотел вспомнить, что мы с тобой даже поднимали тему, что у нас единственный сценарий существования Украины в мире с Россией – это грузинский сценарий. То есть в Грузии грузинская, я считаю, грузинская власть, в Грузии мир, все такое. Просто ну, Грузия не лезет на рожон, ну, как идиот. И сейчас я смотрю эту тему, поняли, что это действительно такой вариант существует и он возможен. Стали поднимать в обсуждениях пропагандисты, там, Янина Соколова, кто-то еще. То есть они стали это обсуждать, и они Стерненко это стал обсуждать. Вот на этой неделе он в эту тему поднимал. І говорить, боже, це неможливо, це невозможно, от неможливо, просто цей грузинський сценарій, він неможливий. Його не можна допустити. Почему? Да потому что им в этом сценарии Денег не дадут. мирной Украины, да нет, им просто, у них там нет политического будущего. Я всегда удивлялся, как украинцы, да, Саакашвили действительно провел хорошие реформы в Грузии, это факт. Там действительно в Грузии был огромный бандитизм, там действительно все это в Грузии было. Грузия стала мирной, более успешной страной, более безопасной. Это, ну, для тех, кто ездил в Грузию до Саакашвили и после, это признают. Но Саакашвили заигрался, это раз. И почему вот украинцы не могут понимать, они не голосуют за Саакашвили, потому что Саакашвили и его партия несет опасность того, что снова будет война. Это нужно быть придурком, то, что делает Саакашвили, рассказывая, какой Путин и Россия агрессор, когда российские войска стоят в 40 километрах или в 30 от Тбилиси, и тебе нечем отбиваться от них, если они на тебя пойдут. То есть это то, что было в Украине в 22-м, 19-м, 22-м годах. Вот Зеленский, зная, что Россия может пойти полномасштабным наступлением, это, кстати, прекрасно понимал Порошенко, он убирает Медведчука, начинает Медведчука арестовывать, сажать, деребанить его бизнес, начинает срывать переговоры в 2019 году. То есть все, что делал Зеленский, он нас постепенно вел к полномасштабной войне. И грузины это все понимают, что у них такое тоже может быть, и они голосуют за партию, которая сегодня там у власти.
И то же самое будет в Украине по-любому, потому что когда пропаганда спадет, люди будут понимать, так, я насиделся дома, убегаю от мобилизации, у меня там погиб уже сын один или там друг, я не хочу этого повторить. И чтобы этого не повторить, нужно голосовать не за придурков, как «Слуги народа», Зеленский, Стерненко, там, Притула и прочее, прочее, прочее. То есть люди это будут понимать, граждане Украины, и их выборы просто, ну, они это понимают уже, и они этого боятся. Именно поэтому, это единственная причина, по которой они хотят продолжать войну. Они хотят идти на эскалацию, удары по аэродрому и так далее. Они этому радуются. Да, значит, итоги мы подвели. Режим Блиц, Мирослав, несколько вопросов. В режиме Блиц, Дмитрий, сообщество YouTube. Один спикер сказал, что идет борьба золотых миллиардов. И таких, как западный, китайский, индийский, возможно, братья-мусульмане в скором времени о себе заявят. Иными словами, боливар не выдержит двоих. Двоих много, третий лишний. Какой из миллиардов победит и в каком из них ждут братьев-славян? Я, честно, конкретно не понял вопрос, потому что он очень обширный. И, Мгм. может, ты понял? Ну, Ответь. и разные западные, разные золотые миллиарды есть, да, условно, в кавычках. То есть золотой миллиард, это так принято называть западных, но есть миллиард китайский, есть там индийский, есть Я условно там. понял. И вот где ждут славян, да, это борьба миллиардов, кто будет на вершине и где будем мы. Китай. Все пойдут за Китаем, думаю. Россия уже с Китаем вместе. Но я хотел бы еще продолжить тему, так как нас смотрят и в разных странах, да, сказать, что украинцы видят свое будущее действительно мирно, но видят свое будущее больше с Западом. Это факт. Мы очень сильно, у нас общая граница с Это с каким Евросоюзом. Западом? Нет, я имею в виду культурно. Ну, культурно Культурно, мы... подожди, культурно в России, она западная страна, культурно. Россия западная страна, культурно. Да, Да, но... там ценности, там технологии, там все это есть, все это присутствует. От того, что какие-то бренды ушли там, да, это не означает, что страна перестала быть западной цивилизацией. Россия развивается в духе западной цивилизации. Это ты, наверное, вспоминаешь времена, когда Путин общался с Байденом и, помнишь, да, видео, и говорил, что ну, хорошо бы иметь нам безвиз. Я Н- помню того другого Путина. Ну Нет, вот, подожди, дело он не в был раньше. безвизе. Стой. Дело в... Не, Как... я говорю не в безвизе. Дело в том, что Путин раньше также хотел, чтобы Россия была частью западной Я цивилизации. тебе говорю о мышлениях. То есть идет развитие по этому пути. Цифровизация по этому пути. Города строят, кварталы, строители по этому пути. То есть ментально, вот это вот цивилизационно, это тоже движение в сторону Запада. Ну смотри, молодое поколение такое же в России, как и в Украине. Оно все движется действительно в сторону Запада. Это правда. И поэтому все любят покупать айфоны в России, все любят ездить на американских автомобилях и так далее. Но я веду к тому, что украинцы действительно движутся в сторону Запада. И некоторые в Российской Федерации хотят, чтобы мы были одним единым там Советским Союзом. Это уже не будет, это уже в прошлом. Это уже в прошлом. То есть, ну, я человек, который вырос на западной культуре, так и все мое поколение так же самое. Да в То России есть, все такие же, тоже выросли на западной культуре, да, и все но эти поколение люди, такое но точно. заметь, сегодня что в Украине, что в России, что в Белоруссии, все политики, которые у власти и которые руководят государством, это люди, которые родились в Советском Союзе. Мое поколение, которое родилось уже в независимой там, Российской Федерации, там, независимой Украине, там, независимой Беларуси, и когда границы уже стали открыты, ну, ты можешь просто взять и поехать куда хочешь, в любую страну мира. Это поколение до сих пор еще не было у власти. Вот мне кажется, настоящий мир наступит, когда наше с тобой поколение, Алексей, придет к власти. Потому что сегодня, ну, что в Америке, что в России, что в других странах, это поколение Советского Ярослав, Союза. подожди, мы выбрали вот молодого
который на турнике может подтянуться 12 раз, 4 по 12 Зеленского, понимаешь? Поэтому вот тебе и поколение. Нет, подожди, А, это не мое поколение, нет. вот и поколение. Значит, дальше. Это поколение, я скажу, человека, который всю жизнь ездил в Москву, зарабатывал там деньги, пел песни на русском, жил в русской культуре, создавал творчество для России и участвовал в «Голубом огоньке», и потом он вдруг начинает говорить, что он русские слова забыл или русский язык. Да, То есть это Эдвард, лицемерие. Эдвард, вопрос. Мирослав, у вас долгое время был или есть такой оппонент, как Шарий? Недавно в своем телеграм-канале он протянул вам трубку мира. Согласны ли вы ее выкурить вместе? Спасибо. Для меня врагом никогда не был Шарий. И он в свое время стал первым меня атаковать, критиковать и так дальше. В это уже нет смысла обсуждать, да. Там каждый друг другу наговорил. Но Шари это был человек, который помог Зеленскому прийти к власти. Я в 2019 году наоборот выступал против Зеленского. То есть, когда Шарий начал говорить, что Зеленский наркоман, я это говорил намного ранее. Поэтому то, что произошло сегодня с Шарием, это не... Его наказали не за то, что он государственный изменник. Это статья не за госизмену. Это просто цена вот его выбора, вот, который он сделал в 2019 году. То есть, вот. Это то же самое с Дубинским. Я об этом писал публично, и Дубинский это признал, что он сидит в тюрьме, потому что поддержал когда-то Зеленского и пошел вместе с ним, и помог ему. То есть, вот то же самое с Коломойским. Мгм. Абсолютно. Но я считаю, что сегодня у нас есть, ну, понимаешь, Шарий был невероятно жестким критиком Порошенко. Ну, настолько, что Порошенко просто уже ну, реально бесился от Шария, от слова даже Шарий. Да? Но Порошенко не заводил на него сфабрикованных уголовных дел. Да Он не заводил трогал... вроде, подожди. Нет, нет, на Шария не было. Госизмена это Зеленский Нет, завел. так уголовные дела там же были у него. При Нет, Порошенко. я не припоминаю. Ну, я не помню. Я просто об этом даже написал, там Шарий не возразил вроде. Санкции, которые абсолютно незаконные, против его членов семьи в том числе, ввел Зеленский. Партию его запретил по беспределу. Просто вот так захотелось Зеленскому. Запретил Зеленский. То есть, понимаешь, мы можем быть оппонентами, там, у нас могут быть разные взгляды, мы можем там просто воевать с друг другом на выборах, но есть какая-то красная черта, которую нельзя переходить, особенно в Украине, потому что вот такая у нас страна, там, двух революций, да. Поэтому то, что сегодня делает Зеленский, он переступает красную черту. Он даже делает такие вещи, по сути, которых Путин против своих граждан, оппонентов не делает. Да, он там много было ситуаций, но чтобы против своих граждан вести просто так санкции и заблокировать все счета, все, потому что вот под подпись президента А такого нет. потом еще пробить закон, что если ты возьмешь и поможешь подсанкционному человеку чего-то купить, тебе будет светить 10 лет тюрьмы. Это, конечно, просто песня. Так вот, мне кажется, в 2019 году все вот не любили вот эта категория граждан, там Шари, не любили Порошенко, да, и они из-за этого не увидели опасности в Зеленском, которую, ну, увидел я. Я там общался с людьми, которые знают Зеленского, там, я за ним так всю жизнь следил. То есть у меня он вызывал недоверие одним. Это человек, который всю жизнь выступал за деньги на сцене у олигархов. У него очень большая ненависть к тем, кто богаче его и кто чем-то владеет, там, тем, чем не владеет он. То есть вот сегодня он всех, по сути, всех, у кого выступал на концертах, он сегодня всех арестовывает, там, забирает их бизнес и так дальше. А во-вторых, я считал, что так как у нас сложная ситуация в стране, у нас война, у нас переговоры с Россией, не может этим заниматься человек, у которого нет абсолютно никакого дипломатического опыта. Абсолютно никакого политического опыта. Люди, когда идут в президенты, они уже до этого побывали министрами, там, я не знаю, народными депутатами, они годы в политике провели. То есть я считал, это несет опасность. Вот то, что Зеленский просто с дуру, ни с того ни с сего ведет к власти, становится президентом и начинает лупасить Медведчука и выводит его с переговорного процесса,
Это говорит о том, что Зеленский не понимал, какую роль играет Медведчук. Ну, а то, как Зеленский кидает всех, кто его поддерживал, того же Шария, и если бы меня так Шари поддерживал, как вот Зеленского, у меня бы Шари, наверное, стал лучшим другом. Ну, просто потому что Да, у нас разные партии, у нас разные взгляды, но я бы сказал, чувак, ты меня поддерживал на выборах, я так, это это ценю. так вначале так и было, а То, потом что сегодня что-то произошло. происходит вот Значит, между Трампом и Илоном ускоримся. Маском, очень похоже тоже. Ускоримся немножко, давай еще пару вопросов. Виталий, добрый вечер, Александр, Мирослав. Вопрос. Уехавшие в Европу депозит, на который поступают деньги и оружие. Оставшийся в Украине актив для окопов, взяток и налогов. В рефрижераторах привозят пассив. Для Зеленского украинцы это крипта? Заранее спасибо за ответ. Нет, для Зеленского украинцы это возможность оставаться дальше у власти. Для него очень важны деньги, я считаю, но есть вот это еще ощущение власти. Представь, он сейчас главнее всех в государстве. Ему кланяются там европейские лидеры. Он может поговорить просто так с американским президентом. Если он перестает сидеть на должности действующего президента, все, судьи не будут выполнять его приказы, он не сможет кем-то командовать, только своим, наверное, личным охранникам и помощникам. На этом все. Вот эта вся жизнь превращается в тыкву. То есть вот этого он боится. А ему денег, я думаю, уже в принципе хватает. И там дальше, я думаю, уже его друзья просто дальше продолжают зарабатывать. Ему лично денег хватает. У него вкус к власти такой, в принципе, как и у всех других лидеров. Только у других лидеров это не ценой крови людей, которые не хотят погибать. Э, Тут же тоже еще нужно добавить, что, да, вот, а тут представим, закончилась война. Ну, годик, может, еще там повспоминают, денежку повыписывают, какие-то проекты будут там, ну, какое-то восстановление или что-то где-то Они же как-то. хотят на этом навороваться, да. Но потом ты все равно, ты уже не пробьешься к этому президенту США или к этим всем лидерам мировым. Будешь стоять в предбанничке в очереди, как Ермак у Рубио, ожидая, когда пробежит мимо там, выскочив в клозет Марко Рубио о том, чтобы с ним поговорить о Стамбуле, о регулировании, обо всем на свете. Ну, потом, чтобы сфотографировать и написать это у себя в телеграм-канале. Знаешь, я не очень верю, что Зеленский убежит из страны. То есть есть такая вероятность, что он выйдет там во Францию, там еще куда-то. Но мне очень кажется, что с его характером он решит в стране остаться, из этого он станет первым, он не будет как Янукович поступать, и он останется первым в истории президентом, который сядет. Вот который сядет в тюрьму. Вот мне кажется так. Это в лучшем случае, если он сядет для него. Да, значит, вопрос из чата трансляции. Black Sea. Олежка хотел бы быть президентом? Спросите у него. Наверное, нет. Во-первых, мне еще возраст не позволяет, рано думать, да. А во-вторых, знаете, я не понимаю, зачем это. Ну, я смотрел на Зеленского, до этого смотрел на других президентов. Это работа, где тебе нужно приезжать домой в 2 часа ночи и уже в 5 вставать и ехать снова. Ну, то есть ты приезжаешь просто, чтобы там семью поцеловать. То есть, если посмотреть на всех президентов, которые были в Украине, практически там всех, те, которые столкнулись с военными действиями, ну, они очень сильно сдали в здоровье своем и так дальше. То есть, э, не знаю, не очень бы хотел. Я вот не понимаю в этом плане, я всегда задавался вопросом, вот неужели Зеленскому для него власть дороже, чем побыть с семьей? То есть, если он хочет дальше еще пойти на второй срок, это еще 5 лет он будет жить без детей, которые растут без него, которые вот уйдут из дома, дочке уже 20 лет по сути, то есть дочка из дома уходит, так сказать. Ну, ты понимаешь, да, птенец улетает, там, сын вырастет, там, а жена, неизвестно ли выдержит ли она эти 5 лет, то есть семья твоя распадается. То есть ты настолько сильно любишь власть и деньги, что ты готов пожертвовать, вот у тебя это все есть, казалось бы, и едь себе, отдыхай на пляжах, отдыхай, путешествуй, типа, пиши книги, выступай в университетах. Мне это действительно не понять. Есть должности в государственной машине, структуре поменьше, и меньше геморроя, меньше проблем, и ты даже можешь больше хороших дел делать для страны.
Мгм. Вопрос, кстати, очень интересный. Сергей задает. А почему молчат отцы-командиры и не поднимают бучу за то, чтобы забрать своих побратимов? Речь идет о телах вот этих, которые привезли в рефрижераторах. Потому что все, запуганы, отцы, отцы в смысле, командиры или отцы? Ну, командиры. Ну, Командиры. отцы-командиры имеется в виду. Ну, потому что завтра позвонят с Генштаба, скажут, ты либо тоже поедешь сейчас в окоп, либо мы твоих лучших солдат сейчас заберем в окопы. То есть есть адекватные командиры, которые еще переживают за живых. В этом, мне кажется, ответ. То есть Так. это уже погибшие, а нужно думать за живых. Валь- Есть, я знаю даже командиры, которые реально переживают, что вот если они начнут критиковать, некоторых ребят просто переведут в другое подразделение, а там они станут мясом. Значит, Валерия Федоровна, что значит фото сзади вас? А второй вариант это то, что некоторые командиры хоботят деньги, зарабатывают на войне, и к ним придут с вопросами и уголовными делами, поэтому они и молчат. А сзади меня это созданная картинка в искусственном интеллекте Илона Маска Грок, где я просто написал, нарисуй Зеленского, у которого руки в крови, на фоне летят ракеты, и он улыбается. Это то, как я вижу нашего президента. Да? Ракеты летают, мы только теряем. Понимаешь, можно воевать дальше, мы можем воевать дальше. Если бы у нас была какая-то перспектива победы, а когда ее нет, то это бессмысленно. Россияне могут воевать дальше, у них есть перспектива, а у нас ее нет. Поэтому я вижу нашего президента как улыбающийся. Вот смотри, у нас каждый день погибают люди, а он там встречается с 4 лидерами в центре, там в Киеве есть фотографии. Они там улыбаются, смеются. То есть человек, который никого не потерял в своей жизни. Мне кажется, если бы Зеленский потерял своих там детей на фронте, он бы с Макроном не улыбался бы. Там не смеялся бы, шуточек. Да, ну тут уточняют отцы командиров. Там же речь шла об этих самых. Ну, понятно, почему не поднимают бучу. Друзья, всем большое спасибо. Значит, за то, что посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь, берегите себя и друг друга. Мирослав, спасибо за время и мысли. Да, да. Кто хочет дальше меня читать на правах рекламы, мой блог в Телеграмі «Новини правди» на українській. «Новини правди», блог Олешко. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і телеграм-канал Шелеста. Всім гарного настрою, бережіть себе і всім миру та безпеки. Вообще, конечно, обидно. Ну вот, завтра праздник большой. И мы мало того, что нас вытравливают даты, вытравливают то, кто мы есть, выжигают каленым железом пропаганды из мозгов любую память. Ну, потому что на уровне чувств ты еще вроде человек, а на уровне мозгов, которые там засраны вот этим всем спектаклем, карнавалом от «Квартала 95», и которые сейчас у власти, да, и вот и мы забываем, что надо помнить о том, что мы люди. Давайте помнить о том, что мы люди. Давайте друг друга поздравлять. Давайте друг друга поддерживать, в какой бы точке мира мы ни были. Ровно, Знаешь, Олег, ровно за этим лично я выхожу в эфиры, беседуем на такие важные темы совершенно с разными экспертами. есть исторический факт, это рождественские перемирия во время Первой мировой войны, когда еще не пролилось много крови, да, и на полях боя там французы, немцы вместе, там и другие нации, они ж там все были, и вот было рождественское перемирие. И на основе этого, этой истории потрясающей, был снят фильм. Там его сняли при поддержке Европейского Союза. Там играют и французские актеры, и немецкие актеры, и британские актеры. И там вот показана эта реальная история, где вдруг ни с того ни с сего военные решают вот устроить рождественское перемирие и выходят с друг другом, договариваются там командиры, а потом все начинают с друг другом, кто еще стрелял друг друга недавно, начинают с друг другом пить шампанское, петь рождественские песни, начинают показывать фотографии своих родных и близких.
И потом, когда командование там, всех этих государств на следующий день говорит, продолжайте воевать, солдаты начинают друг друга защищать. В таком ракурсе, что они идут, сообщают, например, там немцы сообщают французам, мы сейчас вас будем обстреливать, поэтому идите к нам в окоп. И они меняются окопами. Это реальная история. Вот я очень хочу, когда я смотрел этот фильм, я плакал. Причем я его смотрел 2 раза, и я 2 раза плакал. И вот мне очень хотелось, чтобы такое произошло у нас когда-то. Потому что если так задуматься, мы все... У нас у всех одни ценности. Мы воюем, но у нас ценности одни. Это чтобы наши семьи были сыты, здоровы, чтобы наши близкие жили долго, чтобы наши дети были счастливы, чтобы там дети на море поехали и так дальше. У всех ценности одинаковые. Я во многих странах побывал, и вот когда ты, знаешь, не путешествуешь, ты думаешь, что люди там за границей другие. Они такие же. И вот этот фильм, эта история показывает, что мы все одинаковые. И нам нужен мир. И я вот ношу даже вот здесь такую цепочку. Здесь написано: война должна закончиться. Война окончится, если ты этого хочешь. Вот я тоже считаю, что война закончится, когда мы этого захотим все. Да, давайте вместе хотеть, чтобы война закончилась, потому что крови было очень много, а если это не остановить, будет еще больше. Добра и света, мое традиционное пожелание, всего самого доброго, до встречи.